Всем большой привет! Продолжаем вязать наши платья. И сейчас нам нужно будет по краю лифа набрать 50 петель. Как будем распределять? У нас с вами будет 1 кромочная, 3 петли планки, 9 петель спинки, 24 петли переда, 9 петель спинки, 3 петли планки и 1 кромочная. Как видите, да, планки у меня здесь без отверстий под эти пуговички. Я это платье планировала вязать на кнопках. Вот, если кто-то хочет делать отверстие под пуговицы, то это вы уже сами самостоятельно делаете. Итак, в идеале, вот как я вам сказала, если вдруг не получится, да, у вас вот здесь вот на планке сделать 9 петель, ничего страшного. Главное, чтобы у нас в суммаре получилось 50. И смотрите, для симметрии, чтобы было все ровненько. Если вы здесь набрали 8 петель, то и здесь, значит, набираете 8 петель. Но не так, чтобы у нас было. Здесь вы набрали 10 петель, здесь 8. Вот, тогда будет немножко складки неровные. Может быть, визуально это будет не видно, но вы сами будете понимать, что складки у вас немножко кривоваты. Вот, я это буду делать при помощи крючка. То есть я возьму нитку, в этот раз буду вязать контрастной ниткой. Если хотите тоже на контрасте что-то связать, также берите контрастную нить. И вот все вводите крючок, вытягиваете нить и все, пошли по краешку. Старайтесь, чтобы было все равномерно, аккуратно. Количество петель я вам назвала. Давайте наберем петельки за кадром, как говорится, самостоятельно. Вот. И после того, как вы наберете петельки, провяжите один ряд просто изнаночными петлями. И встретимся с вами. Все, начинаем распределять петли для узора. И вывязывать нашу юбочку. Так, первую петельку мы снимаем как кромочную. Далее у нас будут всегда идти 3 петли планки. Их вяжем лицевыми и с изнанки, и с лица. Далее идет должно быть у нас с вами 7 клиньев по юбке. Значит, что делаем, как вяжем? Провязываем 1 изнаночную, далее 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, опять 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. Перед планкой провязываем 1 изнаночную и 3 петли планки и кромочная. По изнанке вяжем петли по рисунку. Провязали. Сейчас нам надо с вами еще провязать 4 ряда по узору. То есть будем повторять все то же самое. Не забываем, планку вяжем только лицевыми, остальное все по узору. Итак, провяжем 4 ряда и встретимся. Провязали. Сейчас мы на вот этих 4 лицевых петлях будем формировать нашу как складочку, да? Следующим образом. Первую петельку мы снимаем. Это у нас кромочная. Далее 3 петли у нас идет планки, 1 изнаночная, это будет всегда неизменно. Далее идет 2 лицевые, делаем накид, опять 2 лицевые, 2 изнаночные. Повторяться у нас будет так до конца ряда. Между вот этими 4, где мы лицевые вязали с вами, между 2 лицевыми будут делаться накиды. Опять 2 лицевые, накид,
2 лицевые, вот так, 2 изнаночные, опять 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем до конца ряда. С изнаночной стороны вяжем по узору, а накиды провязываем открытыми, для того, чтобы у нас оставались вот такие дырочки. Провязали. Вот у нас уже здесь сделалось с вами отверстие. Вот первое для нашей складочки. Вяжем далее. Провязываем кромочную, снимаем ее, 3 петли планки, вяжем лицевыми, изнаночная, 2 лицевые. Это мы будем сейчас провязывать неизменно, всегда будем так вязать. Далее все формируем клинышек относительно вот этой вот прибавленной петли. Получается, делаем накид, лицевая, накид. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Тоже это провязывать будем, вязать будем всегда. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Далее опять относительно этой петли делаем расширение. Накид, лицевая, накид. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Накид, лицевая, накид. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Относительно вот этой прибавленной петли делаем расширение. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так далее до конца. Изнаночный ряд вяжем по узору и встречаемся. Петли, накиды провязываем открытыми. Вот у нас как получилось с вами. Видите, уже 3 у нас здесь отверстия. Вот они. Так, вяжем дальше. Я сейчас буду вам показывать на примере 2 складок, чтобы было понятно. До конца ряда будете вязать уже самостоятельно. А изнаночные ряды все будут провязываться по узору, по рисунку. Накиды открытыми провязываем. Так, следующий ряд вяжем 3 петли планки, изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные. То есть уже у нас здесь с вами идет посерединке 3 лицевые, то есть прибавленные петли уже пошли в полотно, да, вяжем их лицевой гладью. А накиды с изнанки будем также провязывать на открытыми. Давайте до конца ряда провяжем самостоятельно и встретимся в лицевом ряду. Вяжем далее. Кромочную снимаем. 3 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид. Уже у нас здесь в серединке будет 5 лицевых, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, опять 2 лицевые, накид, 5 лицевых, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем, как я говорила, самостоятельно по узору. Провязали. Уже у нас клинышек вырисовывается. Вот он. Таким образом мы должны с вами сделать еще 3 прибавки. То есть как будете вязать? Кромочная, 3 петли планки. После 2 лицевых будете делать накид. И перед вторыми 2 лицевыми тоже будете делать накид. Между вот этими клинышками неизменно провязывается 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Потом делается опять накид. Провязываете все средние петли центральные лицевыми. Далее опять делаете накид. 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые. Вот таким образом прибавьте еще 3 раза. То есть нам надо с вами будет провязать, получается, 6 рядов. Провязали, вот как у нас уже получается. Между 2 лицевыми у нас с вами здесь уже должно быть 13 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 13 петель получается. Далее свяжем следующим образом.
Первую петелечку снимаем кромочная, далее 3 петли планки, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево. Девять лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, 9 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. И таким образом мы с вами должны провязать 6 рядов. Вот этот ряд, следующий и еще один. То есть в общей сложности 6 получается. По изнаночной стороне вяжем по узору, по рисунку, накиды провязываем также открытыми. Смотрите, еще здесь что вам скажу. Если вы хотите, чтобы у вас была складка еще шире, да, вы можете здесь прибавку делать в таком же ритме, как мы с вами делали, да, в каждом ряду, до той ширины, которую вы хотите. А потом уже вязать вот этот ряд для того, чтобы уже формировать длину складки. Ну, давайте довязываем вот так вот, как я вам сейчас сказала. Провязываем 6 рядов, то есть получается 3 лицевых ряда и 3 изнаночных. И встречаемся. Провязали 3 ряда. Вот так должно получиться. Уже видите, да, здесь было расклешение, а сейчас мы как будто бы вяжем по прямой. Сейчас будем опять немножко делать, расклешать. Первую петелечку мы снимаем, 3 петли планки, изнаночная, 2 лицевые, накид, и здесь у нас с вами 13 лицевых. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Опять делаем накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. После 2 лицевых делаем накид, провязываем 13 лицевых, опять делаем накид, 2 лицевые. Таким образом вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно. Так, вяжем следующий ряд. Кромочная, 3 петли планки, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево. Здесь у нас получается 11 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе, накид, 2 вместе с наклоном влево, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Таким образом довязываем до конца ряда и провязываем еще 4 ряда, все повторяя то же самое. То есть нам надо будет с вами 3 лицевых ряда провязать так, как я вам сейчас сказала, а изнаночные будем вязать по узору. То есть мы не делаем прибавления, а просто продолжаем вот эту вот ажурную дорожку, как мы делали с вами до этого. Давайте провязываем все это самостоятельно и потом встретимся. Провязали мы, смотрите уже, как все вырисовывается, как красиво все у нас получается. Сейчас нам нужно сделать еще одну прибавку при помощи накида. Следующим образом мы это делаем. Первую кромочную снимаем, 3 петли планки провязываем, далее изнаночная, 2 лицевые, накид, 15 лицевых, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Делаем накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. И опять-таки
Прибавку делаем на каждом клине после 2 лицевых и перед 2 лицевыми. Давайте провяжем это самостоятельно. Изнаночный ряд, понятно, вяжем по узору, накиды провязываем открытыми. Следующий ряд и все последующие после этого ряды мы вяжем следующим образом. Первую петлю снимаем, 3 лицевые, то есть 3 петли планки вяжем, да, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, средние провязываем петли, все лицевые, далее опять 2 лицевые с наклоном, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Таким образом мы с вами должны провязать 12 рядов. И это у нас с вами будет уже все, окончательная длина складки. Если вы хотите, чтобы было еще подлиннее, да, юбочка, может, длину хотите увеличить, то провязывайте таким образом еще больше. Я буду провязывать именно 12 рядов. Еще раз, да, покажу. 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Все, давайте провяжем сейчас 12 рядов самостоятельно, и на этом уже все, нашу складку мы заканчиваем вывязывать. Все, вывязали мы с вами нужную длину. Нам осталось только единственное, что сделать, это провязать 4 ряда платочной вязкой. И в 5-м ряду просто нашу юбочку закрыть, наше платье закрыть. Все, давайте приступим. И далее уже будем мерить на куколку и посмотрим, что у нас с вами получилось. Все, мы все связали, закрыли. И вот так у вас должно получиться. Ну, конечно же, надо постирать. И когда будете стирать, немножко вот так складочки вот положите сушить. Вот таким образом, да, юбочку. И вот эти складки вот так немножко присборите. Пусть оно вот так вот высохнет. И тогда и складочки сохранят форму. И будет смотреться красиво на куколке. Можем померить. Сейчас быстренько померим. И покажу вам, как смотрится на малышке. Я надеюсь, что у вас все получилось. Как видите, здесь можно поиграть цветом. До этого было платье связано однотонным цветом и с пряжи Дива. И я вам показала, что с носочной пряжи тоже платье получается очень даже замечательно. Вот. Сейчас, секундочку. Камеру чуть-чуть приподниму. Вот как смотрится на куколке. Я думаю, что у нас с вами получилось очень даже замечательно. Тут можно уже и украсить. Можно, здесь, конечно, вышивка будет лишняя. Мне кажется, что даже вот оно полностью самодостаточное. Все. Всем пока-пока. Вяжите с удовольствием.